Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я предлагаю продолжить рассмотрение темы Атлантиды и рассмотреть историю жизни и, соответственно, гибели Атлантиды. Потому что в прошлом видео мы ее нашли, где она находится, как произошла эта катастрофа 13 тысяч лет назад. Кто не видел, перейдите, посмотрите. А в этом видео я предлагаю продолжить эту тему, потому что вы узнаете очень много интересного. А многие узнают очень много такого интересного и даже до боли знакомого, что происходит в наше время. Мы же сейчас прочитаем историю, которая привела к катастрофе, самой большой, которая произошла на нашей Земле 13 тысяч лет назад, в которой погибла и Луна Фата, и утонуло несколько континентов, изменились очертания суши. Ну и, соответственно, погибло 90% жизни и на Земле, и в воде. Поэтому это нужно знать, и вы поймете почему. Потому что все из того, что здесь написано, происходит, к сожалению, в наши дни. Чтобы вы понимали, кто же это делает. Друзья, спешу поделиться с вами отличной новостью. Несколько дней назад производитель синтезита, которым я пользуюсь уже давно для поддержания энергии, выпустил лимитированную новинку – синтезит гастроформа. Это порционное саше для поддержки пищеварения. В составе только рабочие компоненты: инулин, глутамин, имбирь, артишок, солодка и капсула синтезит, которая усиливает восстановление слизистой и нормализует работу ЖКТ на клеточном уровне. Без сахара, без агрессивных стимуляторов, без привыкания. Разводится в воде, действует быстро и мягко. Синтезит гастроформа помогает снизить вздутие, улучшает отток желчи, восстанавливает микрофлору и возвращает комфорт после еды. Саше удобно брать с собой. Один пакетик, один прием в день. Гастроформа – лимитированная партия, так что если хотите наконец избавиться от проблем с пищеварением, успевайте. Я себе уже заказал. Ссылку оставлю в описании. Так описывают Веды гибель Атлантиды. Ну, начнем, конечно, как это все начиналось. Когда произошла катастрофа с Луной Лелей, и Луна Леля погибла, и все белые люди переселились из Даари, северной прародины, то они стали расселяться на континенты, которые освободились. Потомки, переселившиеся на западной территории, впоследствии заселили Великий остров, находившийся в Западном океане. То был род антов, который перебрался на большой остров-континент, обжил его и назвал Антланью, Атлантида по-гречески. На Атлане также поселились краснокожие люди, которые прибыли с восточно-экваториального материка Африка, чтобы помогать антам строить великие города и храмы. То есть, как я и говорил, до этого и краснокожие, и чернокожие, и желтокожие появились 150 тысяч лет назад, после предыдущей войны. Эта же история начинается примерно 100 тысяч лет назад, 110 тысяч лет, когда погибает Луна Леля у нас на Земле. На Атлане также поселились краснокожие люди, которые прибыли с восточно-экваториального материка, то есть Африки, чтобы помогать и взаимодействовать с антом и строить великие города и храмы. Анты в благодарность за помощь стали обучать краснокожих людей многим наукам и ремеслам. Через несколько столетий на Атлане стали происходить великие торжища, на которые прибывали не только жители с различных территорий материков нашей Земли, но и представители других земель, планет по-современному, чтобы обменивать свои товары и изделия, то есть шла межгалактическая торговля фактически. Этим воспользовались представители миров тьмы. Мир тьмы – это союз 10 тысяч планет, созвездия Андромеды, согласно тем же Ведам, которые осознали, что путем вторжения при помощи сил им не удастся захватить нашу Землю, а вот эти предыдущие две войны как раз с ними и шли. Поэтому они решили воспользоваться хитростью и обманом, выдавая себя за торговцев с других земель. Они начали заводить связи среди местных жителей и среди правителей жрецов. В результате таких разговоров и убеждений, через некоторое время среди антов и других народов Атлане появились сторонники и последователи учения, которые проповедовали торговцы с других земель. Со временем на Атлане появилось немало людей, которые стали нарушать заповеди вышних богов и родовые устои. Те, кто следовал их учениям, торговцы рассказывали о своих неизвестных на Мидгард-земле науках и технических достижениях, которые они называли магическими науками. Торговцы обучали этим магическим знаниям не только жрецов из родов антов, которые стали последователями их учения. То есть фактически они, если у белых людей всегда была магия, скажем так, то есть
могущество от сил природы, здесь же техногенное могущество. То есть компьютеры, планшеты, то есть подмена понятий. То есть вместо возможностей человека давали им просто технические устройства, соответственно, прельщали этими новыми игрушками для них. За этим нарушением древних заповедей и устоев последовали другие. Пропаганда торговцами, так называемые, вседозволенности, привела к тому, что некоторые из антов стали смешиваться с краснокожими людьми. А как я показывал в цикле про тайны крови, смесь приводит к появлению юродивых, то есть тех, кто не принадлежит к одному роду, ни к тому, ни к тому. И они, соответственно, не продолжают родовые устои, они просто уходят в агрессивные удовлетворения своих потребностей и все. Жрецы же, оставшиеся верным древним традициям, выступили против такого смешения, однако остановить этот процесс уже не смогли. Многие из них, также из тех антов, которые продолжали соблюдать заповеди вышних богов и родовые устои, вынуждены были покинуть Атлант и переселиться на восток, на северное побережье нынешней Африки. Через некоторое время они заселили острова Средиземного моря и поселились на берегах Черного моря. То есть это вообще-то событие, грубо говоря, примерно 100 тысяч лет назад происходит. А в самой Атланте в результате смешения с краснокожими народами генетика антов стала все более и более меняться, что привело к снижению продолжительности жизни у их потомков. Параллельно с изменением генетики и проявлением нового миропонимания в среде антов выявилось стремление к роскошному обустройству своей жизни на основах учения, которые проповедовали торговцы. То есть зачем там духовно развиваться, купил типа iPhone и все, ты там все можешь. Полученные от торговца знания стали использоваться для добычи большого количества земных ископаемых и строительства различных сооружений для их переработки. Получили различные виды транспорта, особенно воздушного и морского. У нас тоже были виды транспорта, но это, скажем так, искусственные, то есть полностью техногенные. Были созданы морские надводные и подводные корабли, а также различные летательные аппараты. В этих аппаратах использовались силовые установки для работы, которых требовалось большое количество земных ископаемых. То есть, если у нас, скажем так, на энергии Ра, первозданном излучении, то есть эфире, то у них, видите, все опять же работало, грубо говоря, на какой-то нефти или уране. То есть, использовались природные ископаемые. А, соответственно, требовалась их добыча. В этих аппаратах использовались силовые установки для работы, в которых вот эти большое количество земных ископаемых требовались, поэтому торговцы предоставили своим новым друзьям, в кавычках, технические средства связи и управления, которые действовали на них принципах, нежели те, которые пользовались представителями светлых миров и растений. То есть у нас, грубо говоря, зеркало, в которое все видно, у них что-то типа айфонов и планшетов, соответственно, искусственно. Электричество, получаемое в результате переработки земных ископаемых, стали широко применять во всех видах деятельности. Ядерную энергию тоже стали применять, в том числе для добычи полезных ископаемых. Технический прогресс, как говорится, налицо в кавычках. Однако параллельно с техническим прогрессом шел духовно-нравственный регресс и загрязнение окружающей среды. Все, что мы видим и сегодня. Жрецы Атлани погрязли в роскоши и нравственной деградации. Они стали угнетать представителей краснокожих людей и себе подобных, что стало приводить к обострению конфликтов внутри общества. Кроме того, конфликты стали распространяться и за территорию Атлани. То есть фактически то, что мы видим и сегодня, типа теория золотого миллиарда. Там они начали делать все то же самое. Так как у жрецов с обычными людьми стали постоянно возникать проблемы, потому что люди соблюдали там родовые устои, а жрецы уже нет, то они при помощи торговцев начали проводить генетические эксперименты по подавлению воли людей. Опять же, при помощи техногенных, в том числе, устройств. То есть они начали опыту по созданию биороботов. То, что мы видим и сегодня. Которые бы заменили обычных людей во многих видах деятельности. Таким образом, заповеди сдерживания поведения людей были окончательно забыты. Жрецы Атлани перестали различать границу между добром и злом, и поэтому их все стало интересовать только с точки зрения полезности или бесполезности для них самих. Стремление жрецов и торговцев жить за счет природных ископаемых Атлани и деятельности других людей стало подавляющим. То есть это произошло приблизительно через 25 тысяч лет после переселения из Даари. То есть приблизительно в это время
полезные ископаемые Атлане уже были исчерпаны. То есть они примерно вот эти 20-25 тысяч лет вели их добычу. Ну, как говорится, все равно все исчерпается. Поэтому вся территория Атлани буквально была изрыта выработками, уходящими в глубины земли. Это привело к тому, что из-за громадных пустот часть острова материка ушла под воду. Тогда жрецы Атлани и торговцы перенесли добычу полезных ископаемых на территорию восточного и западного континента. И они развернули ее при помощи мощных излучателей энергии. То есть они фактически, их деятельность привела к глобальной еще одной катастрофе. То есть сейчас материка ушла под землю, и было создано то, что в современных легендах мы знаем как Аид, то есть подземное царство. Ну что же произошло дальше? Примерно 73 тысячи лет назад, когда одновременно были использованы несколько мощных излучателей энергии, они вызвали подвижку магмы в районе Атлани, ну это Атлантический океан сегодня, что привело к ее мощнейшему выбросу через вулкан Тоба, который находился на восточном побережье западного континента. Гигантская масса породы, раскаленной лавы, пыли, пепла и газа взметнулась в атмосферу. От страшной силы взрыва восточная часть западного континента и западная часть Атлани была разрушена. В образовавшуюся огромную воронку хлынули воды океана, которые затопили многие глубинные выработки. В результате образовался Мексиканский залив и Карибское море. Ну, так гласят Веды. Мы просто читаем ту информацию, что есть. Однако восточная и центральная часть Атлани сохранилась в виде группы больших и малых островов. Они образовали своеобразный архипелаг, в центре которого был громадный остров, который позднее в преданиях древних греков получил название Посейдон, а сам архипелаг стал наименоваться Атлантидой. Взрыв гигантской мощи вулкана Тоба, естественно, отразился на климате Земли. Произошла не только подвижка ее тектонических материковых плит, но также загрязнение атмосферы в результате выброса огромного количества пыли, пепла и различных газов. Солнце оказалось закрытой черными облаками от всего живого на несколько лет по всей экваториальной части Земли. Только северные и южные районы Земли остались незакрытыми мощной облачностью. Началось интенсивное охлаждение атмосферы, оледенение значительной части территории в экваториальных областях различных континентов. Кроме этого, от этого извержения, последовавших за них многочисленных землетрясений и похолодания, погибла значительная часть населения в экваториальных областях Земли. Особенно пострадали жители Атлани и население в центральных частях восточного и западного континента, где погибла большая ее часть. То есть вот к чему приводит как бы неразумная добыча полезных ископаемых. Жрецы и торговцы же и многие их последователи в момент извержения вулкана покинула Атлань на летательных аппаратах торговцев. Однако часть летательных аппаратов погибла. Одни находясь на земле, другие при взлете. То есть сами, как говорится, те, кто это устроил, попытались убежать. Ну, конечно, часть у них это получилось, но часть не получилось. Не только Веды повествуют об этих событиях, но и предания древних других народов Земли сообщают об этом, как о вознесении людей живыми на небеса в огненных колесницах богов, их последующем возвращении, когда небо над землей очистилось, ну, как бы стали сходить на нет последствия катастроф. После своего возвращения на Атлань жрецы и торговцы установили новые законы. Они начали себя вести по отношению к оставшимся в живых людям очень жестоко. Любое их несогласие и неподчинение подавлялось силовыми методами, вследствие чего люди начали называть их злыми богами. Если раньше генетические эксперименты проводились только на добровольцах, то после возвращения жрецов и торговцев с небес эти эксперименты на людях проводились вообще, стали проводиться насильно. Всякий, нарушивший установленные жрецами и торговцами законы, в качестве наказания попадал в закрытые подземелья, где над ними проводились всевозможные генетические эксперименты. Для этих экспериментов использовались древние штольни и выработки. Ну, то есть фактически началось образование Аида, подземного царства, пекла. То, что мы встречаем в легендах и сегодня. Тех, кому удалось вырваться из подземелий и появиться на поверхности, жители Атлани называли созданиями подземного мира, так как они уже были мало похожи на обычных людей. А в большинстве напоминали различных монстров из древних преданий. У многих народов Земли это вошло в предание о существовании подземного мира или ада, где обитают монстры и различные жуткие существа. Ну, как бы, вот вам и как появился Аид, подземный мир.
и как там появились различные существа, откуда они взялись. То есть это и в результате генетических экспериментов, и часть тех, кто переселился из пекельных миров, то есть созвездия Андромеды. Жрецы и торговцы на полученном опыте, связанном с извержением вулкана Тоба, когда они с трудом избежали гибели, стали использовать созданных ими монстров для создания врат Междумирья, чтобы иметь возможность покидать Землю, не прибегая к использованию летательных аппаратов. То есть телепорт фактически они стали строить. Они раньше эту технологию украли на других мирах света. Ну и построили они в Атлантиде и такими. То есть на Северной Африке построили врата Междумирья. Врата Междумирья жрецы и торговцы стали использовать для похищения людей, которых они превращали в монстров, а впоследствии для переброски многочисленных отрядов монстров, чтобы вести свои захватнические войны, то есть при помощи генетического оружия фактически. Но не всех похищенных людей торговцы превращали в монстров. Часть из них отбиралась и психологически перепрограммировалась для служения жрецам и торговцам. Эти психологически обработанные люди под видом торговцев уже направлялись на торжище в земли рассеяния. Ну, фактически современная Россия и все, что ниже. Чтобы разведать места расположения врат Междумирья в рассеянии, системы их запуска и координаты врат Междумирья на других землях миров света. Ну, то есть фактически нашей галактики. Получив необходимые сведения, жрецы и торговцы стали направлять своих монстров через врата Междумирья на юге рассеяния. Похищение белых людей монстры переправляли не в Атлант, а на земли пекельного мира, то есть фактически в созвездие Андромеды куда. Чтобы отвести от Атлани подозрения в причастности к похищениям. Чтобы защитить себя от нападений и похищений людей, представители родов объединились, сотворили великое коло рассеяния, то есть был создан великий круг из воинов, охвативших все рубежи рассеяния, предназначены для защиты всех родов белых людей и врат Междумирья. Однако при столкновении с монстрами применялось ими неизвестное для белых людей разрушительное и парализующее волю оружие, вследствие чего набеги не всегда удавалось отражать. Много людей и воинов было похищено монстрами, поэтому представители великого кола рассеяния обратились за помощью к высшим богам. Как только решение о помощи высшим богам было принято, на Мидгард-землю прибыл бог Перун со своей дружиной. Дождавшись очередного набега из пекельного мира, Перун с дружиной проник через открытые монстрами врата Междумирья в пекло. Ну, скорее всего, все-таки это где-то в созвездии Андромеды. После битвы, которая состоялась в пекельном мире, Перун вывел из полона всех белых людей, уведенных туда силой и обманом, а также он освободил из плена существ из других миров свет. Однако в ходе битвы часть воинов пекла и монстров бежали через открытые врата Междумирья на нашу землю. Через них Перун вывел всех пленников. После того, как бог Перун вернул вызволенных из плена существ в их миры, он разрушил врата Междумирья, которые были на юге рассеянии, и завалил вход в них Кавказскими горами. Через день он разрушил врата Междумирья, которые располагались на Атлане. Ну, поэтому этот праздник отмечался с тех времен, то есть это было примерно 40 тысяч лет назад. Белые люди вернулись в свои рода, и по всей России наступил великий праздник. Люди радовались возвращению своих родичей. Монстры и воины пекла, оставшись в живых, оголодали, поэтому они бродили по России и выпрашивали у белых людей еду. Люди, чтобы не омрачать свою радость от встречи с родичами, давали им еду, после чего монстры и воины пекла уходили прочь. Эти радостные дни наши предки помнили всегда. Они даже ввели их в календарь и назвали праздник Менари, день перемен, и последующая неделя радости. Пока люди поминали своих предков, бог Перун со своей дружиной ходил по рассеянию и уничтожал монстра и воинов пекла. Как только последний монстр был уничтожен, бог Перун вонзил в землю свой меч. Лишившись врат Междумирья, которые находились в храмах богов на Атлане, верховные жрецы и торговцы решили построить новые врата Междумирья, спрятав их глубоко под землей, подальше от посторонних глаз. Через 5 лет врата были готовы, и они возобновили свои тайные связи с пекельным миром. Над новыми вратами Междумирья был построен храм Великой Мудрости, в котором верховные жрецы и торговцы, так называемые, поместили светящийся кристалл, доставленный из пекла. Излучение этого кристалла воздействовало на всех приходящих в храм Великой Мудрости, изменяя и расширяя их сознание, но при этом подавляя их психику и волю.
Силы миров тьмы и пекла поняли, что вступать в открытые битвы с силами миров света именно и победить. Поэтому они решили использовать другие, более изощренные, коварные методы ведения войны. Ну, как бы, современный мир фактически. Верховные жрецы и торговцы стали настраивать народы, живущие вне пределов растений, против белых людей, используя при этом старые проверенные способы: подкуп, подмену понятий в родовых устоях и верованиях. Многих старейшин и представителей родов этих народов они приглашали в себе в гости, при этом всегда водили их показывать великолепные убранства храма Великой Мудрости. После таких экскурсий старейшины и представители родов из разных народов попадали под полное влияние жрецов и так называемых торговцев Атлании. Чтобы закрепить свое влияние в среде различных народов, живущих вне территории растений, жрецы и торговцы стали обучать эти народы строить величественные храмы и города, ну фактически небоскребы. Через некоторое время в этих городах народов появились храмы Великой Мудрости, построенные под присмотром жрецов Атлани. В каждом таком храме жрецы Атлани устанавливали светящийся кристалл из пекла, чтобы подчинить себе местное население. Службы в храмах Великой Мудрости сопровождались красочными необычными ритуалами и многочисленными жертвоприношениями древним изначальным богам. Естественно, жрецы Атлани не объясняли людям, о каких древних изначальных богах идет речь. Постепенно новая религия и новые ритуалы, которые внедрялись в жрецы Атлани, стали вытеснять древнейшие родовые верования и старые обряды этих народов. После укоренения своей религии и фактического захвата жрецами Атлани власти над различными народами, они начали провоцировать войны между ними. Чтобы проверить эффективность воздействия на эти народы излучений светящихся кристаллов, доставленных из пекла и установленных в храмах Великой Мудрости. Вы понимаете, о чем идет речь фактически? Как бы ничего не напоминает, например, из современного мира. Не стоит думать, что представители Великого Кола Растения и сил миров света не обращали на это внимания. Для нейтрализации излучений, идущих из так называемых храмов Великой Мудрости, они стали строить по всей Земле трираны гробницы, то есть пирамиды, энергопотоки которых блокировали эти излучения не только на физическом уровне, но и на временном. Поэтому как бы не стоит думать, что пирамида это просто так. Построение по всей Земле триран гробниц привело к тому, что многие народы стали освобождаться из-под влияния жрецов Атлани. Это привело к объединению многих народов, живущих за пределами растений. Они заручились поддержкой Великого Кола Растений, чтобы избавиться от господства жрецов Атлани. То есть, когда вы в современном мире видите, что какие-то народы просто безумствуют, ведут себя как неразумные какие-то звери, как вы думаете, происходит ли на них воздействие определенных кристаллов, например, установленных в посольствах каких-то стран? Ну, например, для примера. Ну, продолжим. Это событие нашло отражение в древнеиндийских источниках как создание империи Риши, противостоящей силам зла. В древнешумерских и древнехалдейских источниках это описывается как создание великой державы, противостоящей силам тьмы. Эти темные силы, как сообщают вышеуказанные древние источники, располагались на западе, то есть территории современной Северной Африки и на Большом острове, лежащем в Западном море. Чтобы полностью освободиться из-под влияния излучений, идущих от храма Великой Мудрости, представители империи Риши и Великой Державы решили объединить свои силы и освободить Северную Африку от господства жрецов Атлани. В результате действий объединенных сил не только были освобождены города на территории современной Северной Африки, но и также были разрушены многие храмы так называемой Великой Мудрости. Жрецы и стражники из этих храмов, узнав о наступлении объединенных сил с востока, заранее убыли на Атлани. Потеряв многие территории на востоке, верховные жрецы Атлани торговцы обратились за помощью к советам властителям пекельного мира. Ответа пришлось им ждать долго, но все-таки они его получили. И, мягко говоря, ответ был очень такой интересный. Этот ответ озадачил верховных жрецов Атлани, ибо им предлагалось использовать иные виды оружия. В основном упор делался на гравитационно-плазменные излучатели, так называемые фаш-разрушители, способные взрывать небесные тела, для питания которых использовались либо мощные силовые установки, либо энергия силовых полей Земли. Властители пекельного мира предлагали им использовать для того, чтобы разрушить Луну Фату,
а ее осколки обрушить на Россию территорию двух восточных держав. Верховные жрецы Атлани побоялись применять фаш-разрушители, так как понимали, что осколки фаты могут попасть и на территорию их острова. Эти опасения развеяли властители пекла, заявив, что в случае опасности верховные жрецы Атлани могут перейти в их мир, используя врата Междумирья, расположенные под храмом Великой Мудрости. Чтобы воспрепятствовать захвату Атлани объединенными силами восточных держав и начать строительство установок под фаш-разрушители, верховные жрецы и торговцы решили использовать своих последователей, живущих на Востоке, чтобы внести раздор между представителями различных народов. Для этого они использовали различные средства, начиная от подкупа и заканчивая распространением ложной информации. Это привело к началу раздора между союзниками и возвращению их войск домой. Когда войска вернулись в свои страны, там уже полным ходом шли вооруженные столкновения между представителями разных народов и одних и тех же народов, можно сказать. Каждый воин из бывшего объединенного войска становился в ряды своего народа. То есть фактически начались междоусобные гражданские войны. Как бы ничего не напоминает. Таким образом, бывшие союзники становились заклятыми врагами. Эти междоусобные конфликты всячески поощрялись торговцами. Они то одной, то другой стороне давали новые системы оружия, вплоть до оружия богов. Что мы видим в описаниях в различных источниках прошлого. Верховные жрецы Атлани и торговцы, втянув в военные конфликты между собой бывших союзников, взялись за постройку установок под фаш-разрушитель. Чтобы скрыть предназначение этих установок, их строили в виде округлых храмов, не имеющих внешнего входа. Типа буддийских ступ, что-то это напоминало. Входы в эти храмы шли из подземелий храма Великой Мудрости. Местным жителям организаторы строительства объясняли, это храмы великой силы, и нужны они для великого служения, которые могут совершать только верховные жрецы Атлани. Когда установки были готовы, властители пекла через врата Междумирья переправили на Атлань фаш-разрушители. И тем не менее, скрыть истинное предназначение так называемых храмов великой силы верховным жрецам не удалось. Прибывшие на торжество Атлани представители Рассении видели строительство необычных сооружений. От местных жителей они узнали, что это строятся храмы великой силы. По возвращению домой они рассказали об этих необычных храмах совету жрецов Рассении. Жрецы Рассении обратились к высшим богам и попросили их пояснить, что представляют собой эти необычные храмы великой силы. Ответ высших богов о том, что это вовсе не храмы, а силовые установки под фас-разрушителей, которым были уничтожены уже многие земли в различных мирах, заставил жрецов глубоко задуматься, как сохранить жизнь на просторах Рассении. Для противодействия планам жрецов Атлани стали строить силовые установки для создания защитного купола над Рассенией, который мог бы быть способен разрушить на мелкие части падающие с небес крупные объекты и метеориты. Скорее всего, здесь речь идет о так называемых звездных крепостях. Когда верховные жрецы Атлани узнали о том, что по всей территории Рассении строятся защитные системы, они постарались как можно быстрее закончить строительство храма Великой Силы, чтобы первыми применить свое оружие. Мощный удар из нескольких фаш-разрушителей, запитанных на силовые поля Земли, расколол Фату на множество осколков различных размеров, которые обрушились на Мидгард-Землю. Все оборонительные системы, находившиеся на Луне Фате, она же тоже была обитаема, были мгновенно уничтожены, так что мгновенно погибли все люди, которые управляли этими системами. Введенная в действие над Рассенией защитная система силового купола лишь частично спасла территорию, так как не все силовые установки были достроены. И все же большинство крупных осколков было превращено в пыль, а часть крупных осколков была отброшена от силового купола и перенаправлена в сторону Атлани. В результате чего эти осколки упали в Западное море, вызвало огромные волны, высоты которые обрушились на саму Атлантиду. Много больших осколков упало в акваторию нынешнего Тихого океана, что вызвало подвижку материковых плит и множество извержений в вулканах по всей Земле. Кроме того, падение самого крупного осколка в той же области привело к смещению наклона земной оси. Подвижка материковых плит, множественные пустоты и выработки под Атланию привели к ее погружению вглубь вод. Это событие нашло отражение в мифах и преданиях многих народов Земли на разных континентах, как сказание о великом вселенском потопе.
Но так как над храмом Великой Силы были установлены защитные силовые комплексы, их не смогли разрушить даже высокие волны. Эти защитные комплексы создавали и обеспечили полную автономную жизненную среду, поэтому многие жрецы и торговцы и обслуживающих персонал не погибли. Часть верховных жрецов и торговцев воспользовалась вратами Междумирья и скрылась в пекельном мире. Пыль от разрушенных силовых куполов, рассеяния осколков и пепел от извержения множества вулканов заполнил атмосферу над Землей. Это привело к понижению температуры на Земле и последующему оледенению полярных областей. И вот вам итог всей этой истории. Да, в результате того, что это все-таки перевод с рунического, есть какие-то неточности, события давно минувших дней, но факт остается фактом. Забытые родовые устои, как бы размытие всех соотношений сил, что такое зло, что такое добро, привлечение иноземных, скажем так, существ к взаимодействию с теми, кто уже потерял родовые устои, строительство всех этих храмов, в том числе и психотронное воздействие, генетические эксперименты, уничтожение природы. Все это до боли нам знакомо уже сегодня. Именно поэтому и стоит изучать, понимать те же процессы, которые происходили до этого, чтобы понимать, что же нас ждет в будущем. Потому что установки, которые воздействуют на людей психологически, кто сказал, что их невозможно использовать и сегодня, или построить сегодня. Например, новые какие-нибудь системы связи ввести. Поэтому я не буду делать выводы, я предлагаю вам сделать выводы в комментариях под видео. Все ссылки на материалы будут, как всегда, в описании под видео. На первое видео, где мы нашли Атлантиду, и на этот источник, который я читал, часть из Вед. Потому что, как вы понимаете, те же анты тоже выжили и дожили до наших времен. Но катастрофа, которая произошла 13 тысяч лет назад, она была настолько глобальной, что ее не заметить просто невозможно. А причины я уже прочитал, и они очень даже похожи на правду. Потому что мы это же видим и в современном нашем мире. Но это уже совсем другая история. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.